не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Не понял. Как полное имя? Как полное имя? Кирилл. Полное. Новому Кирилл Сергеевич. А какой год рождения? 08.10.1993 год рождения. Откуда сам родом? Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край, Мильковский район, село Мильково. Село? Село Мильково. Контрактник? Я мобилизован с мест лишения свободы. То есть ты сидевший, да? Да. А когда сел? Сел, 19.01.2016 года. За что? Статья 174, часть 3, вооруженный разбой. Сколько дали? Дали 7 лет 6 месяцев, отсидел 6 лет и 8 месяцев, 10 месяцев до звонка оставалось. А какие обстоятельства там разбоя было и так далее вооруженного? Что было? Залез в хату, в квартиру, можно сказать, не в квартиру, даже в дом. Вот. Залез от того, что просто хотел кушать, но не с целью сначала. То, что дальше, то, что я прихватил с собой, там пару ноутбуков, пару телефонов, это уже, как это говорится, жадность фраера просто сгубила. Поэтому, это уже по ходовой просто я полез. А так изначально у меня не цель была такая, что залезть именно, нахлобучить, забрать, завалить. Нет, просто она залез, кушать хотела. Сам был или группа боя? Один. Один, да? А до этого чем занимался до 16-го года, до разбоя? До 16-го года служил в армии, вооруженных сил Российской Федерации. Срочка? Контракт, срочка. А как так случилось, что не было денег? То есть не было денег, чтобы купить покушать? Я не в России сидел. А где? Донецкая Народная Республика. В Донецке, да? То есть ты с России приехал в Донецкую Народную Республику, да? В 2015 году. Как кто? Приехал в 2015 году. В 2014 году я уволился. В 2015 году я уволился из Вооруженных сил Российской Федерации. В феврале месяце. Поехал, выписали мне военно-проездной билет с части. Вот. Сел на самолет, полетел в город Хабаровск, Хабаровский край. Там некоторое время работал, считай, февраль, март, апрель, разнорабочим. 4 месяца я там пробыл в Хабаровском крае. Проработал в должности разнорабочего в фирмах «Атпехмонтаж». Вот. После того поехал в ДНР. С целью? Точнее, не поехал, можно так сказать, а двинулся автостопом. Цель поездки в ДНР? Цель у меня такая была, что у меня не было цели заработать денег, потому что там платили 15 тысяч рублей на тот момент. Вот. За денег мне смысла не было ехать. Вот. Если, допустим, я работал в «Атпехмонтаже», у меня зарплата была 60 тысяч, а там платят 15 тысяч. Не за денег я поехал, это раз. Во-вторых, не из-за идеологии. У нас, допустим, по телевизору говорят одно, что вот так. Вот. Средствам массовой информации особо я не доверяю. Вот. А я просто поехал проверить себя. Что значит просто поехал проверить себя? Проверить, смогу ли я вообще, отсутствует ли у меня чувство страха или нет. Есть ли чувство страха или нет. Я правильно понял, ты поехал воевать, да? Воевать, да. А ты поехал воевать, где Хабаровский край, там Камчатка где-то родился, и Донецк, это что там 1000 километров. Около 10 тысяч километров. Да, то есть ты приехал в Донецк и куда пошел там? Попал сначала приехал в Донецк, обратился в город Донецк, Киевский район, военкомат, находящийся по улице Собинова 1, обратился в военкомат, сказал, что хочу служить, проходить военную службу в вооруженных силах, ДНР. Вот, они мне сразу сказали, что, мне, требуются такие, как танкисты, в основном и пехота. Начал проходить комиссию, прошел комиссию. Вот. Потом, там была одна женщина,
Я не знаю, какой она пост там занимала у них в военкомате, ну, где-то возле начальника, ну, где-то там. Предложила мне поступить в Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Ну, если, допустим, в России поступить в военное училище там было бы мне тяжеловато, во-первых, потому что, ну, у меня не было среднего образования, у меня было неполное среднее образование. Вот. А, во-вторых, там нужно, короче, сдавать ЕГЭ, чтобы поступить. Вот. Я думаю, я бы не сдал бы ЕГЭ и не прошел бы по-любому. А что такое ЕГЭ? Единый государственный экзамен. Экзамен, да? Да. Ну, короче, я понял. ЕГЭ, либо называется ГИА, государственная итоговая аттестация. Ну, то есть, и ты как бы, ну, пошел в войска, да, так называемый ДНР? Ну, сначала надо сдать, получается, экзамен, чтобы просто поступить. Вот, потому что там же не все проходят. А тут, короче, получается, меня взяли с 9 классами образования, но взяли за то, что у меня просто была армия, потому что я служил срочку, служил контракт в армии. Из-за этого меня просто взяли. Ну, и тем более там, ну, и контингент такой там был в основном. Ну, в общем, много малолеток училось. В основном те, кто закончили там при Украине или уже там при ДНР, закончили, был там такой, находился республиканский военный лицей. Вот. Ну, их в основном брали без экзаменов сразу. Ну, она мне предложила, говорит, хочешь, говорит, ну, тем более, говорит, там первый выпуск, 5 лет надо было отучиться. Сейчас, она говорит, считай, сейчас 15-й год, в 2020 году выйдешь офицером. Первый выпуск. Вот, первый выпуск кадровые офицеры. Потому что, считай, ну, в вооруженных силах там ДНР, там, короче, не было, но кадрового состава мало было. Вот. А тут вы выпустите, говорит, первый именно кадровый состав. Вот. Ну, я подумал такой, ну, думаю, да что бы и нет. Ну, я согласен. Ну, по-быстрому комиссию прошел, получается. Военно-врачебную комиссию прошел, собрали документы, считай, паспорт у меня был, военный билет у меня был. Сняли ксерокопии просто. Прошел проверку службы, короче, Министерства государственной безопасности. Ну, вот. Все, справку мне выписали, что чистый, короче, в федеральном и в местном роде. Я понял, финал этой истории, где учился? Финал этой истории. Ну, то есть тебя взяли, да, в это училище? Да, меня взяли. Ты учился, да? Учился, правда, недолго. Попросил, чтобы меня потом отчислили. Почему? Ушел, короче, из-за того, что учеба просто тяжелая. Я в школе, ну, не то, что плохо учился, учился так, в принципе, нормально. Такие гуманитарные предметы, там, любил географию, историю. Вот. Ну, у меня просто не складывалось такие там точные, допустим, науки, как алгебра, там, геометрия, там, физика, химия. Я не любил в школе эти предметы. Вот. И как бы не то, что я не хотел их учить, они мне просто не давались. Вот. Ну, а там получается как военное училище, там шло высшее гражданское образование и военное среднеспециальное. Вот. Ну, то есть ты не тянул и попросил отчислиться, да? Я не тянул. Военные предметы я нормально тянул. Все, шел нормально. А такие, ну, вот как геометрия, алгебра, там другие предметы, короче, у меня, ну, короче, темный лес по этим предметам был. Вот. Ну, мне командиры, да нормально все, говорит, учись, короче, ну, вытянем, короче. Вот. Ну, я уже понимал, что, получается, уже подходило, получается, должно было подойти полугодие, и там семестр надо было сдавать, короче. Вот. Но я понимал, что я его просто не вытяну, короче. Вот. Ну, там как бы шло, получается, если первый семестр не сдаешь, там, получается, там лишали тебя просто стипендии. Вот. Ну, а после второго семестра тебя уже просто отчисляли. Я понял. А где жил? Не понял. Где жил в Донецке? На что жил? Ну, там, короче, на казарме жил. На казарме, да? А почему он не продолжил контракт в России? Что случилось? Вот ты сказал, что со срочки пошел на контракт. Ну, там, короче, не могу правильно сказать, не сошелся ни во мнениях, ни в отношениях с командиром взвода. Что случилось? Драка была? Да. Ты побил командира? Ну, чуть-чуть. То есть тебе дали категорию, да? Мне не дали. Ну, меня просто попросил, короче, ну, уволься, говорит, поэтому, получается. Ну, добровольно, короче.
Но когда увольняешься где-то в другом месте, контракт можешь продолжить или нет? В России? Когда увольняешься Ну, да. Ну, по статье, да. ну, в общем, Ты можно. по статье уволен, да? Ну, меня по другой статье уволили. В какой? Ну, вообще меня уволили, как бы подвели как под прогулы. Типа я прогуливал, короче, и меня, ну, короче, получается, уволили. А из-за чего поругался с командиром? Ну, маму мою оскорбил. В смысле? Ну, оскорбил мою мать, короче, я не буду говорить как, получается. Ну, я ему просто дал в лицо. Что, сильно побил? Нормально. В госпиталь попал командир. Ну, не в госпиталь, ну, пару, короче, можно сказать, фингалов у него под глазами были. Угу. Вот. И он сказал, так, лучше увольняйся добровольно, короче, ну, либо я обращусь, короче, в военную прокуратуру. Ну, дальше ты понимаешь, что будет. Угу. Вот ты ушел в Донецке с этого с училища, да, и что делал потом? Воевать пошел. Нет, так ты пошел воевать, да? И сколько воевал? Недолго, считаю, с октября месяца, октябрь, ноябрь, 3 месяца. А в так называемый ДНР, да? А на какую позицию? Где стоял? Да, где стоял и должность. Ну, вообще стоял под Песками, Ага. поселок Жабуньки, то есть Новосский район Донецка. Ага. Вот. Ну, а второй позиции стоял поселок Веселое, это под аэропорту. Хорошо, сколько платили? Платили сколько? Мгм. Ну, вообще 15 и плюс боевые, ну, где-то в среднем, короче, до 30 тысяч уходил Ну, в месяц. 30 тысяч рублей. А что такое случилось, что кушать не было за что купить? Что не было? Что такое случилось? 30 тысяч в месяц получал, и что не мог купить себе покушать, потому что залез Я в ад? уволился просто потом. А почему? Ну, хотел поехать в Россию. В смысле, ну, типа, ты же хотел себя испытать. Я испытал себя. И как? Я прошел этот, можно сказать, тест. А какой тест? Ну, тест, короче, я прошел, то, что, получается, у меня чувство страха. Отсутствовало? Я Да. понял. Хотел поехать в Россию, не было денег, и залез на хату покушать, правильно? Да, залез в Донецке. Я понял. Хорошо. Вопрос. Ну, вообще, короче, если изначально брать, еще, получается, до того, как произошла военная спецоперация, до того, как, все началось, война, еще, будучи, до этого, в 2015 году я хотел, короче, попробовать устроиться, короче, в частную военную компанию. Вагнер. Нет, там же не только Вагнер, есть другие компании. Хорошо, окей. Есть, допустим, ЧВК «Редут», там, грубо говоря. Да. Я хотел, короче, попасть в частную военную компанию еще в 2015 году. Вот. Но, насколько я просто читал в интернете, там нужен был боевой опыт, короче, такое, допустим, служба в армии, там, короче, хотя бы там, такое, короче. Вот. Я знал, что вот у меня есть, допустим, срочная служба, я знал, что я служил, там, контракт. Нужен был просто еще боевой опыт. Но боевого опыта у меня не было. Я еще просто поехал на Донбасс. Вот. И поэтому я прослужил, короче, 3 месяца. Вот. И как бы 3 месяца мне, в принципе, хватило. Я собирался, короче, уже после этих 3 месяцев где-то, я планировал, да, где-то в январе я планировал уволиться, это уже 16 года, короче, и поехать в Россию, короче, и короче, устроиться в частную военную компанию. Это не обязательно, что Вагнер. Вот. Я понимаю, да, частных да. военных компаний. Угу. Я хотел просто, как бы на Донбасс я приехал, как бы с целью для этого, как бы, то, что Чтобы- я хотел. Я понял. Я не собирался воевать на Донбассе там год, 2, 3, короче. У нас просто были такие ребята, допустим, которые там служили со мной, которые там, уже, короче, нормальный срок, короче, с 2014 года там воевали. Уже на тот момент они уже там по пару лет, короче, воевали. У меня не было там такой цели, что задержаться там на год, на 2, на 3. Мне достаточно просто 3 месяцев хватило, короче. Я собирался уволиться, уехать в Россию, короче, и короче, найти более-менее нормальную частную военную компанию. Я знал, в принципе, что Вагнер там,
Это было понятно, что на тот момент она была самая известная в России, там самая распиаренная, это я знаю. Я понял. Ну, то есть мотив мне понятен. Что случилось, что не было что покушать? Ну, получается, уволился. Вот. Ну, и первое время, короче, я еще, получается, жил в Донецке. Ну, короче, я уволился, и денег у меня там было мало. Где-то десятка рублей. Ну, десятка рублей, это на тот момент в Донецке это, ну, в принципе, ни о чем было. Вот. Ну, это жизненное просто обстоятельство, так получилось. Хорошо. Кто пришел в тюрьму предлагать идти воевать? Ну, вообще, во-первых, не предлагали воевать. Но было такое, то, что пошла, короче, мобилизация. Ну, в ДНР была тоже тотальная именно мобилизация. Насколько я знаю, я еще сидел в колонии, общался с местной администрацией. Ну, говорит, тотальная, говорит, вообще именно тотальная мобилизация полная идет. Прям, говорит, ну, с автобуса, говорит, выдергивают, короче, говорит, ну, забирают, короче, сразу. Вот. Ну, а там дальше уже, говорит, посылают на войну. Ну, просто я знаю, что 1 сентября 2022 года вышел закон, ну, это конкретно в ДНР, выпустил глава ДНР закон о том, что могут, короче, мобилизовывать бывших заключенных, короче, и вместо лишения свободы. Но вы же понимаете, что зэки не служат в армии. Чтобы, короче, они служили, их нужно юридически очистить. Вот. И все, и после этого, короче, тогда уже начинали забирать. Вот вышел этот закон, еще перед этим, где-то, перед тем, как он вышел, я уже слышал, еще где-то меня забрали в сентябре, где-то в июле месяце я уже слышал, что в России, короче, ездили уже частные военные компании, по лагерям забирали. Вот. Ну, как бы я слышал, но я не знал просто, правда это или нет. Вот. А потом, когда вышел в ДНР закон, я уже понял, что это правда, короче, что в Россию полным ходом забирают. Да, да, частный военный Пригожин лично приезжал. Ну, тем более там тоже, и пока я сидел в местах лишения свободы, смотрел в интернете видео, короче, как приезжают в места лишения свободы в России, просто берут... Хорошо, в Донецке кто приезжал? Кто тебе предлагал, например, идти? Ну, тебя же насильно не отослали. Нет, конкретно к нам в ДНР, короче, не приезжали частные военные Хорошо, компании. как предложили идти воевать? Ну, вышел закон, начали ездить местные подразделения. Ну, такие известные, как 9-й полк, 11-й полк, интернациональная бригада «Пятнашка», «Спарта», такие, ну, такие подразделения местные. Самые первые подразделения, которое к нам приехало, отдельный десантно-штурмовой батальон «Сомали». Вот. Ну, они как бы приехали, а перед этим... Это где этот, да, вот этот, герой Новососии, уже покойный, да? Главный был Гиви. Да, он самый. А перед этим, короче, сначала, где я еще был в зоне, я еще работал в промзоне изначально, прошли, короче, ну, местная администрация сразу курсанула, что, говорит, пишите, короче, по меловке, ну, приедите на штаб, короче, пишите по меловке. Ну, там именно массовые, короче, у нас побежали именно все. Пришли туда на штаб, короче, там у нас местные оперативники, короче, раздали листки. Ну, там листок такой обычный, там просто фамилию, отчество написал, там готов воевать там на любых рубежах, там ДНР, короче, там, куда пошли, короче. Все, заполняешь этот листок, фамилию, отчество просто написал, расписался, и все, эти листки ушли. И получается, ну, это было в сентябре месяце, и где-то, ну, числу, наверное, к 12 сентября я уже был амнистирован полностью. И куда тебя пристроили воевать? Приехал отдельный десантно-штурмовой батальон «Сомали». Меня забрали конкретно в отдельный десантно-штурмовой батальон «Сомали». Ты штурмовик был? Вообще, да. Позиция какая? Стоял в Песке, Донецкая область. Должность стрелок? Пулеметчик. Пулеметчик, да? То есть ты штурмовик был. И когда попал в плен? Плен попал примерно где-то, ну, числа 29 сентября. 17 сентября меня мобилизовали. Вот. Ну, мы вообще как, не то что как мобилизованные шли, вообще шли как, ну, как бы вообще как добровольцы. Ну, я, как бы сказал, сам
до конца не знаю, либо как мобилизованные, либо как добровольцы. Но вообще говорили, типа, как добровольцы идем. Ну, короче, тебя выпускали, говорили, забываем вот эти 10 месяцев, что тебе осталось, иди Да. воюй, правильно? Это такой обмен был. А по деньгам что предлагали? 175 тысяч рублей в месяц. Это, ну, если на казарме, короче, сидишь, сказали, 175 тысяч зарплата. Если на боевых, ну, где-то 1250 в общем. Ну, то есть ты штурмовик, ты должен был воевать. А кто должен был платить? Потому что как бы для ДНР это большие деньги, 250. Это Минобороны РФ должна была платить? Ну, вообще, да. Минобороны, да? Ну, я не знаю точно, ну, короче, когда мы приехали на казарму, нас собрал командир батальона, Угу. сказал, что пацаны, говорят, вас, короче, Путин приравнял, короче, к российским военным. То бишь полные все подразделения в ДНР, короче, приравнены, короче, к армии России. И то бишь я, ну, до этого, насколько я слышал, там получали, по-моему, 76 или 80 тысяч, короче, платил Пушилин. Вот. Но сказал комбат конкретно, пацаны, вас приравнял Путин, короче, к армии России. Теперь, говорит, зарплата у вас 175 тысяч рублей. Говорит, ну, кто будет на боевых стоять, короче, и зарплата будет где-то 1250 в общем. Угу. Что брал штурмом? Не понял. Что брал штурмом? Штурмом ничего не брал. Ну, как бы вообще был, короче, в этой штурмовой роте, но, короче, на штурм не ходил. Стоял конкретно в секрете. Стрелял? Группа, короче, огневой поддержки и группа прикрытия. Ну, стрелял. Стрелял. Это я не отрицаю этого. Много стрелял. Пулеметчик все-таки, штурмовики. Бои же жесткие были под Песком в свое время. Ну, вы В знаете, сентябре. пулеметчик был, но оружие, честно вам скажу, было говно. Ну, оружие, ну, именно повыдавали такое, половину пацанов, короче, просто оно клинило. Вот. Ну, короче, я думал, как бы, ну, приравняли нас, в принципе, к России, думаю, еще на тот момент думал, что, может, хотя бы выдадут нормальное оружие. Ну, а честно, выдали оружие именно хлам. Но и еще, получается, у нас было вообще, в общем, 3 роты пехоты. Ну, мы сразу, получается, как приехали на казарму, сразу, короче, нас распасовали, там, кто с 2014 года воевал, там, говорит, сразу давайте, пацаны, говорит, минометчики сразу отдельно, там, турщики, там, ну, отдельно, короче, говорит. Потом еще большой запрос был на этих операторов, короче, на квадрокоптерах, говорит. Давайте, говорит, там, на операторах квадрокоптеров, говорит, нужны люди, именно, говорит, добровольцы, кто хочет, короче, сразу. Ну, там вышло там где-то десяток человек, вот, и потом я так вообще мельком видел, привезли там квадрокоптеры, вот, и там, короче, их обучали даже. С родных кто-то живой? С родных мама, папа живы еще? Мои? Да. Ну, вообще, мама есть, отца нет. Вот. Мама где осталась? Там, где родился, да? Да, Камчатский край, да? Камчатский край. Кем работает? Не помню. Кем работает мать? Честно вам скажу, сейчас не знаю. Потому что с мамой не общаюсь 8 лет. Почему? Ну, семейные, короче. Семейные, можно сказать. Трудный ребенок был? Нет, меня просто мать не растила. Вот. Для нее я чужой человек. Почему не растила? В чем Ну, проблема? меня бабушка воспитывала с самого детства. Мать бухала или что? Мать не бухала. Ну, короче, мать там постоянно в разъездах, там своих, короче. Свои проблемы у нее. У меня, допустим, есть младшая сестра, короче, на год меня младше. Ну, вот мать воспитывала конкретно сеструху, мою младшую, короче. Вообще у меня 2 сестры. Вот. Одна, короче, сеструха, что младше меня на год, короче. Мы с ней, ну, короче, по годам, короче, именно родные. А третья, что у меня сеструха, получается, сводная, короче, ну, от разных отцов. Вот. Ну, и, допустим, мать, короче, воспитывала сестру, вот, а меня не воспитывала, меня воспитывала бабушка, поэтому для нее как бы чужой человек. Смотри. Как бы по крови свой, но и с другой стороны чужой. Я понял. За что ты воевал в Украине? Можешь объяснить мне? Воевал за что? За что воевал? Я не знаю, честно, я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Но могу сказать точно, что воевал я точно не за бабки. Ну, тогда за что ты воевал? За что вот были последние данные?
украинского генштаба умерло 100 тысяч россиян. За что умерли эти 100 тысяч? И ты был готов умереть. Я не был готов умереть. Хорошо, за что ты воевал? За что умерли эти 100 тысяч? Просто объясни мне. Я тебя спрашиваю, как солдат. Не, ну понятно, 100 тысяч человек, это понятно, цифра не маленькая, цифра большая. За что? Вот. За что ты Но вот воевал? эти 100 тысяч, что погибло, я думаю, у них была своя голова на плечах. Ну, Я, то, что- я спрашиваю, за что умерли эти все люди? Я не знаю, за что они умерли. Хорошо, за что ты воевал? За что я не знаю, честно, у меня как вам на этот вопрос ответить. Вот. Но воевал как бы я, и не за бабки, как и в первый раз я не воевал. И воевал я точно не за идеологию. Если я в 2015 году приехал, я сам это смотрел, короче, своими глазами, что происходит. Вот. И я видел, что происходит. Вот. И что происходит? Ну, на самом деле, не все оно гладко так, как оно кажется. Ну, Все, как говорят посредством массовой информации. В России, да? Ну, и в России, и здесь я не Ну, знаю. хорошо, объясни мне, что значит для тебя не все так гладко? Что случилось? Ну, я имею в виду то, что, допустим, там говорят, там убивают, короче, славянское население. Укропы, типа, да? Ну, Это говорили, правда? по крайней мере, в 2015 году так. Это правда или нет? Не, ну, конечно, да, спору нет, я не знаю, конечно, всей точности я не могу говорить, но, допустим, последний вот где-то месяц, вот как я сидел, досиживал срок свой, вот, именно очень сильно обстреливали Донецк. Вот. Ну, именно, короче, и обстреливали в основном, короче, из такого старое советское вооружение .У. .У, короче, и грады, ураганы. В основном стреляли, короче, по городу Донецку, именно по центру города. Ну, и я слышал там, короче, именно среди гражданского населения погибших очень много. Ну, а честно говоря, ну, скажу так, кто стрелял, я не знаю, честно. Что сейчас идет между Россией и Украиной? Не понял. Что сейчас идет между Россией и Украиной? Между Россией и Украиной? Ага. Ну, не знаю, в последнее время шла специальная военная операция. Сейчас не знаю, наверное, уже война идет. Наверное, война, правильно, да? У Паши, вот ты же шел воевать за Россию, да, в составе ДНР, так называемый. То есть вас приравняли к российским военнослужащим. А хочешь я тебе вот просто, вот я тебя послушал, вот я тебе как бы подсуммирую, за что ты воевал, да? Вот у тебя как бы в жизни непруха была, да? Ты хотел в частную военную компанию, хотел юзнуть ситуацию в Донецке, типа приобретая боевой опыт, и потом пойти в частную военную компанию и там зашибать 200-300 косарей. Правильно я резюмирую как бы? Но тут, Ну, вообще, но тут как бы не фартануло. не, вообще, вот, короче, в последний момент, почему я вот могу сказать, что почему я мобилизовался, как бы, да, я не буду вам конкретно сейчас врать, именно. Скажу, да, у меня простреливала такая мысль, короче, пойти в частную военную компанию. Вот. Но поехать я хотел именно не сюда, не на меж, короче, вот этом пространстве. Хотел поехать куда-то в другое место. Сирия там или другие какие-то точки. Они ж не только ЧВКшники, насколько я знаю, базируются сейчас здесь, именно на Украине, так как там российские там ЧВК. Вот. Насколько я знаю, им по другим точкам есть. А за что умирают украинцы? От россиян? Почему они, украинцы? да, заслужили ли они это, умирать от россиян? Ну, я не знаю, за что они умирают. Они умирают за свою землю. А заслужили ли они, чтобы умирали от россиян? Ну, вы знаете, я могу сказать вам так. Я, к сожалению, не президент России. Я не занимаю какое-то большое место выше эшелонированной власти и не решаю такие моменты, как, допустим, взять просто вот так вот начать войну. Но ты же сам приехал на Донбасс. Добровольно тебя же не слал Путин воевать за так называемую ДНР. То понятно. И не спорю. Ты же добровольно пошел. Да, добровольно. Потому что это все такое, как бы, порожняк насчет Путина. Ты же сам добровольно поехал.
Ты же сам добровольно воевал. Ты же сам пришел к этому батальону Новососии и Сомали. Да, я не спорю, пошел сам. А это все ты сделал. Тебя же Путин не тянул, не правительство и так далее. Да, Вот ты мне говоришь о Путине, да? Ты на выборы ходишь? на выборы? Да. Нет. Так при чем тут Путин? Ты же не голосуешь. У тебя никакого мнения нету. Ты не веришь в то, что можешь влиять на политику, правильно? Ты веришь, что можешь влиять на политику в России? Я не знаю, последнее время просидел, знаете, можно так сказать, провалился сквозь время. Ну, ты провалился в жизни. Можно так сказать? Ты провалился в жизни. Возможно, и такое. Юзать ситуацию в Украине, убивая украинцев, стреляя против них и так далее. Вот у тебя непруха в жизни в России, да, если так взять, и ты за счет Украины как бы хотел реализоваться, ЧВКшником стать и дальше как бы воевать. Да, но я хотел, пору нет, но я хотел в другом направлении. В каком? Не, а что? Потому что здесь, можно так сказать, ну, братский народ. Серьезно? Ну, ты Серьезно. приехал как бы юзнуть братский народ. Ну, ты воевать с братским народом захотел. Ну, то есть сирийцев, грубо говоря, можно убивать, а братский народ можно не убивать, да? Нет, как и сирийцы, вы говорите. Ну, ты же хотел в Сирию или Ливию. Нет, Ну, то есть как бы Сирия, это понятно, там- человеческая жизнь для тебя не имеет Сирия-то понятно, никакой, там никакой ценности, да? Есть такое исламское государство, это террорист. Да, я знаю. А когда его победили? Оно еще есть? Я не знаю, ну, я думаю, полностью его не уничтожили. И не уничтожат. ИГИЛ оно называется. Нет, Исламское да. государство. Исламское Ты с государство. исламским государством хотел их воевать. Я понимаю. То есть ты не можешь объяснить мне, за что ты воюешь здесь, правильно? Я не знаю, можно я не буду отвечать на этот вопрос. Почему? Я не знаю, я не могу просто подобрать именно правильные слова, чтобы ответить на этот вопрос. А за что воюет Россия? Я не знаю, у них своя голова на плечах, за что они воюют. А ты как бы не часть России? Не понял. Ты не часть России? Ты себя не отождествляешь с Россией? Нет, ну, я коренной россиянин, не спорю. И говорю так, как есть. Хорошо, хочешь быть обмененным? Черт. Обмененным хочешь быть? Да. И потом пойдешь в ЧВК, правильно? Ну ты как бы уже с боевым Перспектива- опытом. Нет, сейчас у меня, знаете, какая перспектива у меня вернуться домой. Что будешь делать? Работать. Где? Я еще не знаю, может быть, блогером стану. Блогером? Да. И о чем будешь говорить? О чем буду говорить? Да не буду говорить, буду показывать. Что? Ну, допустим, есть такой спорт, мне нравится, называется спортивная ходьба, знаете? Вот буду агитировать спортивную ходьбу. Хорошо, хочешь сказать что-то украинцам? В Украине? Украинцам. Да я даже не знаю, что им сказать. Не знаешь. Не знаю, я думаю, такого резко просто задали такой вопрос. И если бы, я думаю, у меня было бы именно подумать, хотя бы, ну, я не знаю, день бы, я бы, может, подобрал бы правильные слова. День нужно думать. А даже извиниться не хочешь, да, за то, что сделал? Пришел Сделал. воевать, да. Я не знаю, за что извиняться. Не знаю, за что извиняться, да? А за то, что пришел в чужую страну с оружием воевать. Понятно, что пришел, но тут именно десятки сидит таких, кто пришел сюда. Мы сейчас с тобой разговариваем. Я тот же самый вопрос ставлю и другим. Ты же за себя отвечаешь, нет? Я за Или себя кто? Или отвечаю. за тебя бабушка или мама отвечает по жизни? Нет, я сам за себя отвечаю. Ну так ответь за себя. Зачем ты говоришь, что здесь десятки других? Вы как биомасса там, что ли, в России или как? 140 миллионов биомасс? И тыкаете на других? А что сразу ко мне? Вот есть другие. Я не знаю, я вам говорю, если бы у меня был хотя бы подумать день, я бы, может быть, подобрал бы правильные нужные слова. А так сходу я не могу сказать. А россиянам что-то хочешь сказать? Россиянам, я бы мог бы обратиться, допустим, к высшему политическому руководству. Обращайся. Вот камера. Обращайся. Я хочу обратиться именно, прежде всего,
к Верховному главнокомандующему вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, вот, и к высшему политическому руководству о том, чтобы российское военно-политическое руководство побыстрее именно обменяло, ну, конкретно меня и моих, можно так сказать, товарищей, соотечественников, которые на данное время сейчас именно сидят здесь. Просто прошу вас, не затягивайте время. Время-то идет, война продолжается. Прошу вас, обменяйте просто нас скорее. Просто я прошу именно конкретно Владимира Владимировича Путина о том, чтобы он нашел именно какой-то компромисс, договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы они вместе решили этот вопрос, вернули наконец-то домой, допустим, украинских военнослужащих, которые, насколько я знаю, тоже пребывают именно в российском плену. Вот. Ну, естественно, вернули, чтобы у нас тоже домой, потому что мы тут тоже уже как бы, ну, вроде не полгода сидим, но по тройку месяцев сидим. И тут есть люди, которые сидят по 6 и по 9 месяцев, ну, как бы, которые, я так считаю, ждут именно тоже матеря, жены, сестры, братья дома. Поэтому прошу вас конкретно, Владимир Владимирович, пожалуйста, займитесь этим вопросом. Меня ждут дома, меня ждет конкретно моя тетя, я ее просто хочу увидеть. И поэтому прошу вас, пожалуйста, договоритесь, пожалуйста, с Владимиром Зеленским о том, чтобы я вернулся скорее домой. Спасибо. Ну да, я хочу так резюмировать. Ты только думаешь о своей жопе. Да, вот хочу вернуться домой, хочу в ЧВК, вот только о себе, да? А когда... То есть ты все осознаешь, о себе ты думаешь, о тех 10, что там таких десятки есть, все равно. А когда тебя спрашивают, за что воевали и так далее, ты за что воевал, ты ответить не знаешь. Интересно, правда? Не, ну я, во-первых, не только переживаю за свою жопу. Я сказал уже конкретно и за товарищей, за своих, которые здесь тоже пребывают. Я тоже хочу, чтобы они тоже вернулись домой. А чтобы война прекратилась, даже слова не было. Чтобы, Владимир Владимирович, прекратите эту войну, прекратите убивать украинцев и так далее. Вот только чтобы быть обменено, а там, ну, посмотрим, как что будет, да? Не, ну уж понимаете, я ж не могу агитировать. В смысле, можешь? А почему нет? А почему? Ну, то есть воевать ты можешь, агитировать нет. Боишься? Не боюсь. Ну, Да, от меня просто зависит. Боишься? Нет. Даже улыбаешься, да? Потому что лжешь. Я не боюсь, знаете почему? Смысл мне бояться. Я так уже сидел там. Вот. И в России Тюрьма тоже? я уже В знаю. России тоже сидел? В России я не сидел.